Ну и Британия. Прекрасный доклад был опубликован в Foreign Office по правам человека и демократии в мире. Все в нем прекрасно. И я думаю, что мы не единственные, кто разделяет эту саркастическую позицию. Единственный момент вызывает недоумение, на каком основании англичане считают возможным подвергать критике ситуацию в других странах, в то время как политика Лондона в вопросах соблюдения и защиты прав человека служит верхом лицемерия политики двойных стандартов. У меня вопрос, там есть в этом докладе специальный параграф, я на главу не рассчитываю, хотя бы параграф, хотя бы абзац про Джулиана Ассанжа, который стал настоящим узником совести и много лет третировался британскими властями на территории их страны, будучи гражданином другой страны и под протекцией другого государства. Но ведь это власти Британии сделали просто из него и заложника, и узника у себя. Вот, видимо, те же самые люди, которые обеспокоены правами человека в других частях мира. Кто-то может сказать, ну он же один такой, а в остальном, наверное, Лондон всегда привержен тому, о чем говорит. Да нет, он не один, он просто символ. Он символ не только вот этого британского ханжеского отношения к правочеловеческому вопросу, он символ, мне кажется, в принципе, кризиса идеологического либерального доминирования западных демократий. Но действительно, именно Лондон стал, по большому счету, той лакмусовой бумажкой, той проверкой западного, коллективного Запада на достоверность их помыслов и истинность их целей на примере Ассанжа. Позиционируя себя эталоном в этой области, Британия полностью пренебрегает принципами суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела. В стране массово закрывают дела о преступлениях английских военнослужащих, совершенных в ходе афганской, иракской кампании. Я обязательно еще сегодня более подробно на этой теме остановлюсь. Всплывают факты незаконного сбора британскими спецслужбами личных данных своих же граждан. Множество информации о случаях пыток людей сотрудниками британских спецслужб или с участием последних. Это вообще все становится каким-то рутинным. Обыденность, полицейское насилие и все то, что в этом докладе они не знаю, в недрах Foreign Office приписывают другим странам, они могут вполне применить в отношении себя, вот ту же самую критику. В стране комфортно существуют организации, которые исповедуют неонацистскую идеологию, отмечается рост проявления расизма, дискриминационное отношение к этническим группам во многих сферах общественной жизни. Этот список можно продолжать до бесконечности. Ну и, конечно, застарелые проблемы Лондона в правочеловеческой сфере проявились в форме сопротивления британской общественности в апреле 2022 года, когда в силу вступил резонансный закон о полиции, преступности, вынесении наказаний и судопроизводстве. Он предусматривает значительное расширение полномочий местной полиции по обеспечению правопорядка в ходе демонстрации, а также содержащие размытые формулировки о пределах применения силы. Мы комментировали этот документ, и вот, собственно, тоже можно было бы отдельный блок в докладе Foreign Office ему посвятить заново. Вот на эти и многие другие очевидные факты нарушения прав человека в Британии или Британией в других частях света неоднократно указывали международные правительственные и неправительственные организации, что в ответ полное молчание, игнор. Такой, знаете, клуб молчунов. Политизация правозащитной тематики в международных делах – это не новый прием, ничего оригинального в этом нет. Он, видимо, эффективен для достижения сиюминутных конъюнктурных целей и задач. Проблема-то в том, что мир приходит в какое-то состояние глобального дисбаланса. Ну, кого это волнует? Foreign Office, Даунинг-стрит. Печально, что Лондон вместо решения наболевших проблем в своей стране настойчиво пытается учить других, не имея никакого морального права на это.